Сегодня 4 мая, мы находимся в городе Энгельсе, в гостях у главного казначея, казначейства М1 Александр Николаевич Парамонов. Здравствуйте. 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 Сегодня мы хотим взять интервью и задать несколько важных вопросов, которые также есть и у народа, и чтобы максимально было понятно, по многим вопросам будут даны ответы. Которые мы зададим. Хорошо, давайте попробуем. Итак, коротко, Александр Николаевич, можете рассказать об казначействе М1? Что это такое вообще? Его роль? Прежде всего, это казначейство. На самом деле информации по этому вопросу очень много на официальном сайте Международного казначейства М1. В других моих выступлениях на канале Казнара и так далее. Международное казначейство М1 – это глобальный международный суверенный финансовый институт, который абсолютно свободен, независим ни от каких регуляторов и практически является главным регулятором мировой финансовой системы. Так сложилась у него конструкция, так сложилось у него сотворение этого казначейства в таких правильных, направленных основах норм права международного суверенного и суверенного норм права. И такие пришли туда к нам клиенты, пайщики, которые передали нам владение практически всей мировой финансовой системы, что на сегодняшний момент и, так сказать, дает статус называться новым мировым регулятором мировой финансовой системы. И Международное казначейство М1 взяло на себя нужную, необходимую для человечества миссию на сегодняшний день. Это выход из мирового финансового кризиса, социального кризиса, экономического кризиса и многих других, собрав у себя соответствующих специалистов, собрав у себя соответствующих высокого уровня профессионалов, людей, способных мыслить, творить, знающих международные нормы права, финансовые все законы, нормы права, исторические. И в этом плане как раз Международное казначейство М1 выполняет свое, предназначение, свой долг, который абсолютно открыто на платформе Организации Объединенных Наций и во всем мире заявила и работает. Основная функция задачи мы видим правильная в переходе из выхода из мирового финансового кризиса. Правильно, это переход на золотой стандарт всех мировых платежных средств и валют, то есть это будет исключать фактор мошенничества, которым сегодня наполнена фиатная финансовая система, пустая, финансовая система. А когда слово пусто, оно и в голове пусто, оно и вокруг пусто, и везде пусто, и что там наполняется, кроме, моли и всяких паразитов, ничего. Поэтому должно быть наполнено именно непосредственно энергиями творения, золотым сечением. То есть этим глобальным сакральным золотом, это сакральное системное золото, оно еще было отражено в Ведах. В Ведах сказано, что и разместили светлые творцы в недрах земли источник, дабы помогать человечеству устоять в темные времена, ночи Сварога, сохранить свою человеческую форму и прийти уже в рассвет и вечный день Сварога. Поэтому, Александр Николаевич, вы сейчас сказали, что идут изменения и перехода на золотовалютный стандарт благодаря этой глобальной организации международной. То есть это получается, что мы правильно понимаем, что раз это идут международные организации, то идут и международные изменения. Конечно, международные изменения. Международное казначейство М1 уже на правах главного регулятора глобальной мировой финансовой системы уже формирует и выдает финансовое международное законодательство. На все статусы для этого имеются, и права имеются все на это. И издаваемые нами резолюции, постановления, требования, инструкции, они по нормам права
проходят соответствующее, так сказать, изучение, соответствующее, значит, как бы обработку критиков и так далее, и после этого они доходят, так как они написаны абсолютно точно и правильно, они доходят до архива Организации Объединенных Наций, депозитария и архива Генерального секретаря, что по закону является уже нормой права, вступившей в законную силу, то есть международным законом, и его надо необходимо всем выполнять. Но всем странам государства. Всем финансовым институтам, всем субъектам права, особенно финансовым субъектам права, международным финансовым институтам и так далее, естественно. Но сейчас, как мы понимаем, согласно резолюциям, которые мы тоже читаем, идет переход от фиатных, то есть пустых, как вы сказали правильно, денег, на золотовалютный стандарт. То есть те, которые деньги, как мы понимаем, стандарт. Золотой стандарт, который будет, все правильно, золотой стандарт, который будут подкреплены золотом. И в данном случае у людей, конечно, возникают вопросы, как это будет выглядеть, вхождение денежных единиц, да, вот какие будут денежные единицы, какие будут виды денег, да, в том числе, конечно, нас интересует, понятно, что это международная организация, но нас, конечно, интересует именно наша Родина, да, в первую очередь, там, где мы живем, в каких сроках будет изменение, возможно, вероятных, и как это будет выглядеть, просто для простого человека, как это? Вот, понимаете, вы очень сейчас сказали ключевое слово, простой человек. Да. Вообще, у Бога все просто. У, так сказать, тех, кто борется с Богом, а Бог это разум, да, кто борется с разумом, то у них все сложно. А все сложно это с ложью. Если что-то надо запутать, надо сделать сложно, непонятно. Действие-то оно простое. Точка А, точка Б. А вот усложнить процесс, значит, перехода из точки А в точку Б, значит, его запутать или как-то его, так сказать, поставить там какие-то паутины, капканы, это как раз действие паразитизма поганого, да, не только вот в виде каких-то там существ, там тонкоматериальных существ и так далее. Это все, этот паразитизм поганый, это такая правильно, тонкоматериальная субстанция, сущность, которая через своих, так сказать, сателлитов определенных заходит в сознание человека, кривя его. И вся проблема, вообще проблема человечества находится в его сознании. Оно прогружено в это сознание. Догмами, прогружено другими, так сказать, какими-то аксиомами, которые, так сказать, никто не проверял, не думал над этим, не додумался, их просто преподносят как аксиом. Это делается не только в наше с вами, так сказать, вот поколение, это делается уже сотнями, тысячами лет, да, это вот как раз вот эта игра богов, 1,5 миллиарда лет со дня сотворения человека, она наполнена вот работой правды и кривды, да, и, значит, созидателей и разрушителей. И в данный момент, слава Богу, мы с вами живем сейчас в тот период, я это точно знаю, когда последняя вот эта ночь, игра богов закончилась, ночь Сварога последняя закончилась, сейчас организовывается высшими силами рассвет, очищение человечества. Это не значит, что надо физически уничтожать, так сказать, представителей и, значит, двуногих здесь людей, которые принято называть человека. А очищение идет в тонком плане, очищение идет в ментальном уровне, эфирном, физическом, конечно, тоже происходит. И более высоких, так сказать, пониманиях этого процесса. То есть идет очищение сознания, идет настройка сознания. Когда человек начинает понимать, где начало, он понимает, на какой сейчас он точке находится, и тогда он видит, проектирует правильное будущее. То есть он знает, кто он, кем он родился, зачем он родился и кем он должен стать, с чем он должен уйти, как прожить жизнь и сколько ее прожить, понимаете, а не только, как говорит статистика, и очень сильно за этим следят всевозможные, так сказать, болезни создатели, да, вот этих болезней и так далее всех.
Вот. Есть очень много интересных фантастических фильмов на этот счет, которые можно посмотреть. Там «Миссия невыполнима 2», как там создают какой-то вирус, как хотят отравить человечество, как там американские и английские герои Голливуда, да, потому что Голливуд борется, значит, за сохранение этих жизней с этими, значит, негодяями, безумцами. Вот в фильмах мы видим негодяев, мы понимаем и так далее. А в жизни мы их не распознаем, потому что эти негодяи настолько, так сказать, скрытно подходят через вот такой вот, значит, вот так есть. Откуда взялась болезнь? То вот она вот каждый год берется откуда-то грипп, каждый год берется откуда, каждый раз новый. Он прячется, там, допустим, на лето где-то в подвале, прячется, там у него есть куда спрятаться. А когда подходит более благоприятная, так сказать, вот среда для него, он вылазит уже в новой форме, он там переоделся, переобулся, накрасился и уже в новой форме напал на человека. Понимаете, вот этим враньем, этой ложью, этой кривдой сейчас настолько нагрузили человеческое сознание, что человек живет, он думает, это естество. Что это вот само собой так устроено природой, и природа вот, значит, уничтожает род. Природа всегда служила роду, понимаете, никогда его не уничтожала. Отсюда, прежде всего, очищение должно начаться вот в этом плане, в сознании человека. Человек должен все понимать. Он должен, вот были такие хорошие здесь учителя, которые, я не буду сейчас обсуждать их личности, я их не знаю лично. Но очень много толковых вещей они через видео свои выступления, там лекции дали людям. То есть, наконец-то разъяснил, допустим, Трехлебов, что такое здравомыслие, да, как его включить, как его... Это же не физический какой-то предмет, это элемент сознания. Вот как в сознании определить это здравомыслие, как им пользоваться, да, когда нужно, значит, там спросить мнение специалиста, помните, да? Как проверять нужно. Вот 3 минимум проверки надо провести, то есть свое где-то почитать, спросить там и обратиться там к каким-то историческим предкам. И вот когда 3 точки сходят, вот это можно более-менее, так сказать, допускать доверие. Вот есть ошибочные фразы такие: веришь, не веришь. Знаете, когда люди говорят эти вещи, они не понимают, что такое означает вера. Ну что? Вот. Человек не верить, если человек не верит, он полностью, как сказать, деструктивный и невежественный полностью. Ну, такого же не бывает, что полностью. Человек же ходит, определяет дверь, что туда войти. Да, он проходит. Вот есть больные люди, конечно, которые не могут ориентироваться, но слава богу, как бы их в основном-то люди понимают, как встать, как руку вверх поднять, вниз и так далее. То есть они не совсем деструктивны в этом плане. Но когда они говорят «не верю», это они себя определяют как совсем деструктивно. Почему? Потому что ведание Ра присутствует в каждом человеке. Ведание Ра. Только у каждого в разной степени. Понимаете, это присутствует. На кого-то на инстинктивном уровне, у кого-то там выше, у кого-то уже это сознание и высокое сознание и так далее. Поэтому, когда человек не должен говорить «не верю», человек должен говорить «доверяю» или «не доверяю». То есть вера в человеке присутствует всегда. Это не религия. Это ведание Ра, то есть это то естество человеческого тела, души, сознания, да, духа, сознания, всего набора, всех чакр, всех этих тонкоматериальных тел. И это естество во Вселенной, в которой он живет. Значит, и во Вселенной он обязательно с верой. По-другому не бывает. Даже биоробот, он и то определяет, как немного, в той или иной степени ведает Ра, да? Вот. Как говорил Трехлебов, либо ведает, либо не ведает, он говорил о другой теме, он говорил о том уже о работе высшего сознания, то есть верхнего уровня сознания человека. Вот. Поэтому я бы не стал, обратил бы внимание, ведь надо понимать, что исконе было Слово, как творилось это все, и Слово было у Бога, и Словом было Бог. Поэтому Слово очень важно, которое мы произносим. И если вспомнить, так сказать, немножко отойти, я не хочу опираться ни на какие Библии, я просто хочу сказать, что дошла мудрость о том, что когда Христос, Родомир,
учил, так сказать, а он получил свои знания в Метеоре, это Омск, Асгард-Ирийский, эта территория была Россия, сия не Ра была это Волга, и надо понимать, что она шла с Урала, и Омск как раз это семиречие, откуда ушли наши волхвы и принесли веды в Индию, и практически дали путь развития индийской культуре, там, ведической, да, и так далее. Поэтому, когда Радомир и Мария Магдалина с долины магов, это север Европы был, вместе как дети души, призываемые на землю для определенной миссии волхвами, родились и были отправлены вот в это Метеор для обучения. И после обучения из Метеора Радомир очень много мудрости принес в жизнь, так сказать, и сказал об этой мудрости, и дошло, эта часть вплетено в библейские книги, так сказать, часть вплетено туда, но мудрость дана была достаточно серьезной. Поэтому Радомир многие вещи сказал, над которыми стоит задуматься. И вот я рекомендую людям, в Ютубе есть такое, можно в поисковике набрать настоящее учение Иисуса Христа, Радомира, и там есть вот некоторые книги, которые вытащили с определенных хранилищ, которые, так сказать, не смог спрятать Ватикан. И в этих книгах очень хорошее естество от самого Радомира дается. Понимание вот образа жизни, где он определяет и говорит людям, кто вы, что вы, как и так далее. У меня был даже эксперимент такой. Я как-то этот ролик, он давно вышел. Я, находясь в одном серьезном центре аналитическом в Москве, туда пришел один, так сказать, священник, даже, по-моему, в статусе чуть не епископа, да, вот. И мы с ним разговорились, он, как всегда, так сказать, свою, значит, агитацию ведет, проповедь на эту ситуацию. Я говорю, слушай, дружище, дайте наушники включу, сейчас вот посмотри, там, чтобы никто особо не слышал, вот, с компьютера вот этот ролик, что ты скажешь? Вот он посмотрел этот ролик, у него возразить было нечего. Хотя, по большому счету, посмотрев этот ролик, он перечеркнул все, что он говорил. Он говорит, Александр Николаевич, вот так я и живу, как тут сказано. Они, когда к ним подходит вот такой момент, как бы очевидный, да, тут отрицать глупо, когда человек еще определяет, что люди находятся на высоком уровне сознания, они уже понимают, что здесь тогда это не тот класс, да, здесь тренировка не пройдет, это уже давно пройдено и, так сказать, все познано, да. И вот человек, еще бы что очень зрителям хотелось бы сказать, очень важно определять вот эти точки рэперные не только в физическом мире, там, куда повесить вешалку, куда повесить турник, там, где кольца, где, так сказать, прикрепить багетку там на окна. Это, так сказать, в проявленном мире. А также еще в мире сознания. Мир сознания это гораздо... Он же волшебник, он творит все и в проявленном мире. И вот в этом мире сознания очень важно тоже определять такие основополагающие точки, которыми нужно пользоваться и понимать. А для этого надо понять вообще, как устроено вот это вот сам чело. Человек это гораздо больше, чем просто, так сказать, вот какое-то биологическое существо, да? Человек это чело, прежде всего. Чело у нас, мы понимаем, где, да? Век у нас, если брать правильное старое описание, это 1000 лет, как минимум. Как минимум, да? Дальше идет эпоха и так далее. Так вот, чело, данное на век, на 1000 лет, вот 1000 лет хватало людям, чтобы сделать, прийти на прийти несколько этапов трансформации своего биологического даже тела, да, и это происходит в разные, так сказать, уровни. Мы до первого доходим, нас уже разрезают, чтобы не вставали, нигде там не переворачивались в гробах. Обязательно разрезают, уничтожают тело, убивают и кладут уже в гробы, хоронят. И об этом мало кто знает, что многие, если правильно подготавливаются вот к этой трансформации, они могут просто оживать уже более, так сказать, на следующий этап физического развития тела, да. Это прячут от людей. И я всегда задумывался, вот если в обществе утверждены эти моменты, что делают все вот так принято, да. И как говорил у нас замечательный человек, тоже я смотрю таких умных людей, мне нравится,
Рыбников, да, он говорил, знаете, русский человек, он говорит, принят, это хорошо, принят, а я вот хорошо или нехорошо, говорит, даже не понимаю, поэтому я хочу понять, а кем принято, когда принято, почему принято вообще, и кто принял. Может, кто-то принял, а я не приму. То есть человек должен индивидуально сам ориентироваться в этом, не принимать это за чистую монету. Да? Когда вы видите, что весь мир, начиная, так сказать, с управляющих систем, настроен против человека, человечество находится в нищете, человечество находится в войнах, в разрухе и так далее. Наверное, что-то с миром не то. Кто-то управляет им специально, чтобы вот создавать эти проблемы. Сам человек – существо мирное. Человек идет, ему нравятся цветы, любовь, созидание, ну какие-то, может, игры и так далее. Людям нет смысла друг на друга нападать. Паразиты устают настраивать общество друг на друга, на религиозные разницы, на любой разнице, понимаете, ища противоречия, там, втыкая их, вставляя и вскармливая вот эти агрессию туда различными способами. Они работают днем и ночью над этим, чтобы сделать так, чтобы человек сам себя на национальном, на религиозном, на каком-то там, я не знаю, на любых разногласиях, чтобы стравить человека. Они работают над этим постоянно. Посмотрите на СМИ. Что такое СМИ? СМИ – это система управления информационного, путем воздействия на сознание, программирование сознания, информационной загрузки, значит, этих догм, которым нас все хотят столкнуть. Понимаете, и когда мы понимаем, что вся окружающая система сделана на уничтожение человека, вся, вот тогда начинаешь задумываться, вот это сценарий, вот это вариант. А как сохранить себя в этом сценарии, в этом варианте тогда? Да. Когда в зубную пасту кладут фтор воздействует на омертвляет шишковидную железу, человек теряет тонкий план сознания из-за этого, из-за шишковидной железы, понимаете? И вот везде, куда ни копни, везде ешки, мэшки, бэшки. У нас в РФ этот Мендель Давид Аронович Медведев, который разрешал, насколько я помню, когда он вступил в должность президента частной компании американской, Российской Федерации, разрешил все вот эти ешки, ашки, бэшки и все остальное для того, чтобы... А у нас девушки сегодня в ЭКО бегают, понимаете, не могут родить почему-то и так далее, потому что токсинами наполнены мальчик и девочка. У мальчика от токсинов слабый сперматозоид, у девушки от токсинов срабатывает инстинкт, потому что токсичная среда, она не хочет выпускать ребенка, и яйцеклетка начинает становиться грубой и не пропускает проникновение сперматозоида. Это все я знаю, потому что у меня есть возможность вот эти вещи наблюдать и слушать тех, кто занимается даже системой ЭКО и так далее, и иммунитетом вообще в целом. Почему? Потому что магазин продает яды под видом продуктов и по внешним видам продуктов, да, и все это напичкивается. Вот эта темная знать, черная аристократия, она переступила вообще все границы, сейчас открытым способом, уже все об этом знают, все об этом говорят. Тут уже ничего я нового не говорю, абсолютно заполнены все информационные ситуации в интернете и на телевизионных каналах уже проходит эта ситуация и так далее. Поэтому вернется, если к СМИ, то СМИ – это организованная система манипуляции, управления сознанием для того, чтобы и на сознательном, на тонком, эмоциональном плане, психическом плане, и на физическом плане манипулировать, управлять разрозненным народом. Народ на земле один, наш род небесный, для того, чтобы сталкивать его и вести его, так сказать, вот, в деструктивную форму. К сожалению, то, что я говорю, мне это не то, что не совсем приятно говорить, но любой разумный человек, который имеет разум, а не программу с какими-то, значит, фанатичными восприятиями того или иного псевдолидера, того или иного персонажа, который появляется красивым на картинке всегда. Вот. А в мире его никогда никто не видел, не трогал, не щупал и не разговаривал с ним. Вот люди управляются иллюзией. Иллюзию создают СМИ.
СМИ и управляет практически, управляла человеческим обществом. А регулировалось СМИ все хасидским американским фаундейшеном. В одной это монополисты, которые захватывали и отвечали вот в этом глобальном плане по господству над человеческим существованием, да, на Земле, над человеческой жизнью, отвечают за свою работу. И свою работу они делают это как раз направленно против человечества. Где средства массовой информации превращаются в средства массовой дезинформации всегда. И если там что-то говорит, это вот средство массовой информации, значит, понимаешь, что где-то надо смотреть под другим углом, что причина другая, что факт не соответствует, место не соответствует и все другое. Я лично это убедился в жизни, когда ко мне вот эти киношники из всяких разных коммерческих, в кавычках, государственных каналах приезжали делать интервью, брали, а показывали совсем другую картинку. Мы это тоже не видим. Да,